Аквапарк Аквавенчур Дубай является обладателем множества наград в номинации лучшего водного парка Ближнего Востока и считается излюбленным местом для досуга миллионов людей. Станьте же и вы, наконец, одним из счастливчиков, побывавших в этом сказочном уголке приключений с брызгами. Так пестрят все афиши в городе и доносятся из каждого утюга. Давайте же разбираться на деле, что к чему. Аквапарк Аквавенчур находится в Эмирате Дубай, на знаменитом насыпном острове Пальма-Джумейра, на территории роскошного отеля «Атлантис». Это один из самых крупных аквапарков мира и самый большой в Объединенных Арабских Эмиратах. Курортный комплекс «Атлантис Дубай» открыл двери для своих гостей в далеком 2008 году. Курорт было решено реализовать в Дубае после ошеломляющего успеха одноименной отельной группы на Багамских островах. Общая площадь курорта – это целых 46 гектар, из которых 17 – это площадь аквапарка, включая все аттракционы и пляжную зону. Но давайте все по порядку. Первый способ, которым можно добраться до аквапарка – это монорельс. Начальная станция монорельса находится у основания Пальмы, а выходить на конечной остановке Атлантис. Слева от терминала монорельса вход в аквапарк. Поезда курсируют каждые 15 минут. Цена стоимости в одну сторону это 20 дирхам, в две это 30, что составляет $8,5. Второй способ добраться это на такси, на местном, либо с помощью мобильных приложений Uber, Careem, Kiwi такси и так далее. Либо, как в нашем случае, можно добраться на автомобиле. Его вы оставляете на открытой бесплатной парковке, откуда шаттл-бас довозит вас уже прямо до входа в Атлантис. Попасть в аквапарк можно через сам отель. Кстати, там же вы будете проходить вход и в аквариум. Входные билеты, как обычно, мы покупаем на официальном сайте сапплайера. Здесь есть меню даже на русском. И обратите внимание, что цены отличаются в зависимости от того, есть ли у вас резидентство страны. ID, кстати, в этом случае обязательно предъявлять на входе. А также детские билеты со скидкой при условии роста меньше 120 сантиметров. Детки до 2 лет идут бесплатно. Так как мы покупали билеты онлайн, а я вам рекомендую именно этот способ, так как на месте билеты могут быть дороже и очередь, то на почту вам высылаются билеты, которые вы на месте обмениваете на входные браслеты. Также здесь можно дополнительно приобрести услуги в виде аренды полотенца, чехла на телефон, сейфы и многое-многое. Кстати, мы были в понедельник, в самый-самый будний день, и несмотря на это было довольно людно, поэтому скорее всего, что я вам буду рекомендовать все-таки приобретать скоростные пассы, чтобы не ждать очереди на горках. Несколько советов от нас. Основная часть сейфов, в которые вы будете складывать вещи, она находится в входной части аквапарка. Для нас это было не совсем удобно, и мы решили не ходить через всю территорию парка, чтобы что-либо взять из сейфа, и оставили вещи на одном из шезлонге у бассейна в середине парка. Если честно, мы ни разу не пожалели, что так сделали. Но это, конечно, все индивидуально. В парк мы пронесли с собой питьевую воду и легкий перекус. В правилах было указано, что допустимо до 1 литра на человека. Если честно, в парке абсолютно не бюджетные цены, и ничего ниже 40 дирхам вы не найдете, поэтому я рекомендую взять вам билеты с включенным питанием, которое дополнительно стоит 50 дирхам. В парке много теней и крытых участков, но все же мы были в защитной одежде, так как, например, на прокат по ленивой реке займет у вас около получаса, и под открытым солнцем этого порой бывает достаточно, чтобы обгореть. У аквапарка есть собственный пляж и выход к морю, где можно, например, передохнуть между аттракционами и подышать морским воздухом. Но, если честно, пляж нам не понравился, поэтому мы здесь долго не задерживались. У моей дочурке 7 лет, и ей было интересно как на детских аттракционах, так и почти на всех взрослых.
Здесь есть 3 огромные площадки с аттракционами и развлечениями для детей различных возрастов. Кстати, везде очень крутой и приветливый персонал. Он тебя отдает. Well done! Wow! Итак, теперь давайте пройдемся по аттракционам, которые здесь есть. Для разминки мы начали с ленивой реки. Если честно, я вам не советую ее рассматривать как отдельный аттракцион, так как в ней заканчиваются спуски со многих горок, и таким образом вы в нее будете возвращаться неоднократно. Но моему ребенку она очень понравилась, и мы ее прошли прям несколько раз подряд. Причем в прямом смысле прошли. Вот карта со всеми аттракционами. Самые экстремальные горки аквапарка берут начало с 2 башен – Нептун и Посейдон, которые построены в виде древних пирамид с несколькими уровнями. Башня Нептун включает в себя экстремальные и разнообразные горки, поэтому подъем сюда разрешен лицам только выше 120 сантиметров. Перед башней находится бассейн с акулами и гигантскими скатами, и ее аттракционы связаны именно с этим. Водная горка «Атака акул» уносит вас вглубь башни и спускается с высоты почти 30 метров, а затем проходит по дну бассейна с морскими обитателями. Тубус горки прозрачный, поэтому можно увидеть, как над головой у вас проплывают акулы или скаты. Спускаться с этой горки можно как в одиночку, так и парой. А самая экстремальная горка аквапарка – это прыжок в неизведанное. Это вертикальный спуск с высоты дома в 9 этажей, который завершается в той же прозрачной трубе в окружении акул и скатов. Спуск возможен только одиночный, без плота. Здесь есть и менее экстремальные, но также захватывающие аттракционы. Например, это система водных горок с необычным строением, которая позволяет сначала поднять человека вверх с помощью потока воды, а потом на большой скорости опуститься вниз. Соседняя башня Посейдон включает в себя тематические горки разной высоты и протяженности, поэтому сюда также вход деткам выше 120 сантиметров. Из аттракционов здесь акваконга, зумеранга, месть Посейдона, слизеринг и так далее. Вот эти потравки, видишь? Вся территория парка очень ухожена, можно передвигаться без обуви. Единственное, что некоторые части асфальта довольно сильно нагреваются, поэтому многие ходят по газону. Также перед поездкой мы себе приобрели чехол на телефон, и ребенок был в жутком восторге от возможности снимать все на камеру. Больше всего времени в парке мы провели в 2 зонах. Одна из них это Splashers, которая является аналогом взрослых горок для деток. Ребенок подвис у меня здесь часа на 1,5, а у вас будет возможность насладиться потрясающим видом.
И вторая локация, на которой мы подвисли с ребенком, это вот эта чудная башенка, на которой мы, наверное, прокатились на всех аттракционах раз по 876. Вот смотри, сейчас тетя будет прыгать. Давай.